ушел, влево утащил кормушку. Там 15 грамм целая кормушка. Да, хороший лещ, вон он. Видите сверху? Вон он. Смотрите какой. Отлично. Хороший лещ. Ребят, по лещу я оторвался. Отлично. Ну что, ребят, у меня прошло 20 часов, у меня первый поклев карпа, извините, не удалось поклевку заснять. Сейчас вытащу. Я уже отсюда перехожу на другое место. Но за 20 часов одна поклевка — это очень мало. На свое привычное, метров 100 отсюда человек уезжает. Вот, и у меня поклевочка с того места, где я рыбачил. Ребят, карпик устал. Хочу вам показать его. Вот такой. Где-то килограмм 6 точно. Ну что, с этого моя начинается рыбалка. Рыбалка осенью. Было недавно, неделю назад, похолодание. Аж пар шел изо рта. Я отловился с нулями. И вот через недельку теплая погода восстановилась. И я выехал на рыбалочку. И вот такой зеркашек красивый. Реально красивый. Меня приветствует первой поклевкой. Правда, долго ожидал. 20 часов прошло, да. Поэтому я переезжаю с этого места на соседнее. Здесь метров 100. Мое привычное место. Я знаю там глубины. Знаю, где ловить, где кормить. Здесь тоже же пробил. Но все равно не то. Поэтому с этого карпика начинается наше видео. Ну что, погнали. Кому нравится видео, ставь лайк, делись с друзьями. Подписывайся. Ну что, дальше ловить. Давай. Пошел. Ломанулся.
Поклевочка тащит. Классно. Что-то бойкое и небольшое. Ха-ха. Слушайте, я первый раз вижу плотву, которую так провозят. Реально. Ребят, смотрите, какая плотва. Она провозила. Это просто жесть какая-то. Блин, я не ожидал такого. Ну что, на новое место переехал, перезакинулся, сейчас буду закармливаться. Так, ребят, я поставил 3 точки, 2 своих старых, и парень, который здесь до меня ловил, кормил, говорит, есть еще одна точка, 60 метрах там. До этого там очень сильно интенсивные корабельщики кормили, то есть она хорошая, потому что ее уже не первый день кормят. Поэтому я достал свои запасные удилища, поставил одну на запасной и 2 дистанции мои. Ближняя бровка 34 метра и дальняя там 78-80 метров, а это на 60 метров там на деревья. И сейчас я буду закармливаться. Свою ближнюю точку я буду заказывать прикормкой, которая у меня есть на канале. Карп Амур любит эту прикормку. Это дробленая пшеница, конопля и кукуруза. Вот. Ну и еще немного я добавил ходдемона местного. Вроде живой еще спом. Китайский неизвестно, когда сломается. Не знаю, что за рыба. Мне кажется, это лещ. Ближе к лещу. Так близко, так хорошо идет навстречу. Либо лещ, либо амурчик какой-нибудь небольшой. Но сейчас холодно. Любой рыбе рад уже. Все говорят, осень, трофеи. Попробуй поймай. Ой, какой амурчик. Да. Ребят, ну вот такой амурчик. Сразу выпустим. Давай. Давай. Все. Ушел. Но я надеюсь, за маленьким придет и крупный. Прикормка нравится, амур подходит. Так, друзья, вечерняя зорька. Ну, практически сутки прошло. Как итоги небольшие. Получается, я за первые сутки поймал одного карпа. Ну, 5-6 килограмм показывал. Вот. На тигровый орех клюнул. А также на тигровый орех клюнул лещ, зараза. Ну, прям килограммовый хороший лещ. Вот. И плотва. Но она на попозже. Плотва грамм 600, прям провозила, я не знаю, зверская плотва, плотва зверь здесь, наверное. Вот. И сейчас уже я делаю закорм. И этот, небольшой там, до килограмма амурчик. Вот. Сейчас делаю закорм и перезакидываюсь, и в ночь пойду.
буду подлавливать на пикер леща, попробовать. Все-таки, если лещ идет на бойло, может он и на пикер пойдет, на червя, вот, там с опарышем. И буду ждать все-таки вечера. Вечером вчера вроде бы здесь стоял человек, неплохо полавливался. Ждем в ожидании, что нам вечер принесет. Ребята, у меня ночная поклевочка. Сейчас где-то часов 9:30. Поклевка была в берег, поэтому, ну, наверное, все-таки амурчик. О, пришел уже. А, лещ. Ё-моё, сопливая ты тварь, а. Как ты замашал? Я тебя на фидер ловлю, на соседнем удилище. Ты чего у меня клюешь-то? Ребят, вот такой лещ. Ну, это подлещик, но до этого клевал лещ. На Вафтерс. Там 14/18. Как вам такая рыбалка на леща? Ну, к пиву пойдет. Тоже ничего, рыбка нормальная. Ночной прожорливый хищник. Сидит. Вся мошка его. Утки. Утки здесь постоянно плавают. Ну, это индоутки. Сторожа, наверное, держит. Они постоянно к рыбакам приезжают. Прикормку, вот, которая падает на землю, собирают. Поставил свой фидер. Ну, раз здесь лещ есть, карась, может, клюнет. Итак, ребят, заварил себе кофе, пью. Тишина такая просто бомбическая. Честно говоря, очень порадовали эти деньки теплые. Не знаю, будут ли еще продолжаться. Вот именно теплые осенние такие дни. Прям вообще отлично. После похолодания до практически заморозков, там передавали по области, были неделю назад. Сейчас прям тепло-тепло. Это видео не о рыбе большой трофейной. Это просто про рыбалку. Надеюсь, оно тебе понравилось. Я продолжаю ловить. Сейчас поем, прикормлюсь часов в 9. И дальше продолжу рыбачить. Ну, где-то до 11-12 и поеду. Ребят, пикер опять поклевочка. Такая деликатная снасть. Я в этом году только начал ловить на пикер. Вяжет очень хорошо рыбу. Ух ты, паровозик будет. Погля. Я не знал, что от пикера можно так кайфовать. И погля, какой боец. Ко мне стадо леща пришла. Вот он. Смотри, какой красавец плоский. Слушайте, да хороший подлещик-то, ё-моё. Смотрите, какой. Классный. Ну, нету карпа, будем ловить леща. Ребят, лещ продолжает. Ну, раз карп молчит, идут лещевые поклевки. Ну, будем леща ловить. Конечно, не та рыба, что хотелось бы, но лещ достойный здесь ловится. Часов с 8 как начался, а до этого 2 суток вообще молчал. И клюет хорошо. О! Это подлещик. Хороший подлещ.
Я уже потихонечку собираюсь, видите, сзади ведра, да? У меня здесь осталось там часа 2, наверное, я поеду. Блин, слизь от всего. Лещ если подходит, все выможет своей слизью. Так. На крючке червяк, опарыш остались. Ну, я, наверное, подновлю. Хочу большого. А большой на крупный пучок всегда клюет. Ну, вот здесь, по крайней мере, я ловил сейчас. Поэтому второго червяка поставлю. И пару опариков сверху. А до этого 2 дня стоял. Ну, вообще клёва-то не было. Леща. Это сейчас он что-то подошел прям активно. Либо я с точкой угадал. Хотя вчера сидел. Ни одного леща. Вообще поклевок было мало. 40 метров отлично кидает. Летит удочка эта. О, клипсу. Блин, лишь бы не плотва. Вот пока опускается. Блин, зараза. Я аж отталкиваю. Отвожу насадку от этой плотвы. Лишь бы не плотва была. Здесь плотва вообще агрессивная. Клюет, там, бьет. Ко мне пришли утки. Вот, смотрите, остатки корма жрут. Вот они всегда к рыбакам приплывают. Еще и водные процедуры у них сегодня. По ходу дела. Ах, вы наглые твари пришли, да? Жрать. Идите к своим хозяям, пусть вас зерном кормят. Привет. Опа, выход леща, ребят. Гляньте, как фидер. Фу-то, пикер. Гнет. Классно. Надо подсак, что ли, взять сюда. Сколько можно лазить-то за ним. Ну, прям так 15-20 минут и есть лещ. Вот в воде он кажется небольшим, вот издалека. А подтаскиваешь, лапать хороший. Да хороший. Да еще на пикер, ё-моё. Это уже лещ. Утки, разбегайтесь. Вот как говорится, не угадаешь, где приобретешь, где потеряешь. Карп, амур. Ну, карпа я поймал на 6. Амура нет, но зато лещ. Я думаю, я ведро сейчас его наловлю. Ребят, смотрите. Вот это лещ уже. Классный. Алёша. Осенний. Классно. Вот такие эмоции. Весь в соплях. Не знаю, вот опытные, кто ловит леща, говорят, что эти сопли надо снимать. Но у меня здесь все в соплях, и он клюет. Оп. Лещ подошел. Офигенно. Мне уже начинает нравиться рыбалка. Амура нету, не дождался. Зато лещ есть. Но ничего страшного, будем его ловить. Главное, что рыба есть. И это все на пике. Эту снасть держу, не чувствую даже в руках. Такая она легкая. О, хищник. О, ты чё ж так бьешься-то? Как будто амур. А? Ты не амур. Давай сюда. Все, я принес подсачек, мне надоело таскать руками. Смотрите, какой улапать. О, блин, да прям такой крупный.
Ой. Да ты, Алёша, хороший, большой. Я тебя с удовольствием к пиву засолю. Подсак вот 70 сантиметров. И вот лещ. Ну, это может быть подлещик, вы скажете, да? Ну, весит он грамм 800 точно. Так, надо ловить, пока ловится. Хотя бы эта рыба. Так, по насадке. Ну, я вот насаживаю вот червя и опарыша. Ну, и здесь у меня кормушечка запиваю. Клюет. Сидит. Сидит. Оп. Ну, на безрыбье лещ рыба. О, хороший. Ух ты. Фрикциончик. Тяжелую давит. Хороший Леша. Ого. О, бьет прям. Пикер как отрабатывает. Давай, поднимайся. Ты что здесь? Вон сверху. Ух ты, ух ты. Какой резвый-то, а? Все-таки, блин, классно. Я давно хотел на леща. Но не сейчас, конечно. Но вот специально поешь на него, не поймаешь. А вот так вот. Видите, кайф какой. Хороший лещ. Смотрите, вроде небольшой лещ, но прям хорошо работает. Тащит. Так, этого леща, не знаю, у меня уже тряпка вся сопливая. Так, поводок тоже сопливый. Ребят, по оснастке у меня плетня 0,12 стоит. Здесь вот пуля на ней, и она 20-граммовая. Вот. И поводок сантиметров получается 35-40. Крючочек. И на него надеваю червяк и мотылек сверху закрываю его, чтобы не слазил червяк. И все. Катушка малепусенькая. Я вообще первый раз взял такую 3000-е. Ну и пикер. Он до 40 граммов. Кстати, прекрасно вяжет рыбу. Килограммовые лещи. Прям на ура. И плотва на нем. Блин, зараза. Плотва, что, уже села, блин? Блин, села. Сидит. Плотва здесь на бойлы клюет. Так что отбить ее мне не удастся. Даже если кукурузу начну ставить. Вон она. Ух ты, хорошая плотва. Размер нормальный. Посолочный. О, промахнулся. Значит, живая. Странно, 2 дня сидел. Никак лещ себя не проявлял. Сутки вот прям на этом месте. А сейчас поклевывает. И плотвы там море, и лещ стоит. Ну что нужно рыбе, неизвестно, да? Ну что, ловля леща продолжается. Какой лещевый водоем стал.
Тяжело идет как-то. Странно. Но это лещ. Давай, покажись. Карась. Карась. Ребят, смотрите, какой карась. Ну, грамм 500 точно есть. Ну, не знаю, грамм 400 минимум. Так, что там с крючком-то? Ой, на крючке все что угодно. Ставим только то, что не высосали. Лещи. Так. Вода вроде холодная, а кормушки все растворяется быстро. Дистанция 40 метров, ловлю я под бровкой. Оп. Есть. Клипса. Там, правда, глубина приличная. 6,5 метров. Но лещ там держится. Хорошо тянет. Так лещ клюет. Так тянет лещ. Гля. Ты чё? Там собрался-то марафон какой-то давай, что ли, по пруду. Глянь, как бьет-то. Удочка вообще отрабатывает на ура, ребят. Я кайфую. Есть. Хороший лещ. Лещ хороший. Прям большой. Но вот зараза заглотил. Сейчас попробую вытащить. Все. Вытащил. Ребят, смотрите. Хороший лещ. Где ж ты был 2 дня, а, лещ? Только сейчас начал клевать. Ребят, ну, безобразие, конечно, со стороны рыбы. Сейчас уеду, здесь и амур с карпом подойдет. А лещ стоит под бровкой, а там 6,5 метров. И клюет. У меня уже с этим прудом была такая история. Тоже приехал на карпа и амура, а ловил леща. Лещ не дождался, свалил удочку. Пошел при камне с карповой точки. Лещ обиделся и сказал: давай, меня вытаскивай. Я то утащу твою удочку. Хороший Леша. Прям крупненький. Не боится лечь при камере, с пломбах. Блин, такой прям идет кабан. Да, Кабамевич. Смотрите, какой. Не хочет. Таскал удочку, еще сил сколько у него. Оп. Ё, ты килограммовый. Хороший лещ. Ребят, смотрите. Килограмм есть. Сопливый, правда. Смотрите какой.
Вот уже лещик, не подлещик. Неожиданно. Не знаешь, где что поймаешь, как говорится. Лещей, караси. И прям хороших размеров. Даже не думал, что они здесь ловятся. Ну, лещ я знал, но что карась такой большой. Все, опор закончился у меня, да? А, нет, о. Откопал. Прячется, зараза. Ну что, полетели. Только не плотва. Ради бога, только не плотва. Опускайся, опускайся. Клюет стабильно. 5-10 минут поклевка. Классно. Че 2 дня молчал, не знаю. Точка. Вообще наклевал ни лещ, ничего. Хороший лещ. Опа. Паровозит. Вон. С такой удочкой не страшно. Отрабатывает на раз все рывки. Давай сюда. Подлещик, ребят. Ну, хороший, крупный. Червя у меня остается мало. Я его много не брал. Я думаю, как закончится, так поеду. Хотя клюет постоянно. И мне уже начинает нравиться рыбалка. Главное, что рыба клюет. И подлещик такой мерный, хороший. И лещ идет хороший. Не маленький. Ну что, полетели. А где сазан-то? Все, спать пошел. Карп, амур. Вы где, блин? Смотрите, как лещ клюет. Вон он. Плоский. Плоско идет. Смотрите. Блинчик. Оп. Карповый подсак, конечно, шикарный для леща по размеру. Побили, что ли. Видите, покусали щука. А, ну да, вот как укус. Хорошо засекается. Чайф опарыш работает исправно. Я думаю, чайф нам еще раз послужит. Так. Что, полетели? Оп. 40 метров, как часы. Блин, пикер от 10 до 40 грамм. О, плотва сразу начинает клевать, когда при падении. В руку прям сразу. Пикер, ну вяжет хорошо леща килограммового. Все. Ждем поклевки. Что, сразу же? Ну, это плотва, наверное, сразу подходит. Дюбает. Так. Подлещик продолжает. Как упирается-то, а? Такое ощущение, что там монстр какой-то. Смотрите, пикер как классно работает, ребят. Изгибается. Но даже не весь.
Получается, можно его ловить и карп на нем. Обязательно протестирую в этом году его на карпе. Прям тяжелая поклевка. Идет прям. Ушел. Влево утащил кормушку. Там 15 грамм целая кормушка. Да, хороший лещ. Вон он. Видите, сверху. Вон он. Смотрите, какой. Отлично. Хороший лещ. Ребят, по лещу я оторвался. Отлично. Это уже лещ. Ну что, червь-опарыш работает. Холодная вода, да, уже лещ. Бойлы меньше интересует. Смотрите, какой лещара. Ну, я не знаю. Красота. Так, складываем. Леща я заберу. Солить буду. Надо поднасадить. Я еще поднасажу. Пусть будет большой пучок. Лучше уж большие лещи, чем маленькие там плотвички или подлещики. Клюет лещ, отлично. Так. И закроем опариком. Прикольно, у меня два вида, плюс баночка здесь кукурузы. Опарыш сверху он ползает, если видите. Вот. И здесь с запахом чеснока одна прикормка. Может, поэтому идет лещ. Полетели. Окей. И вы тут как тут, да? Опа. Боец прям клюнул. Хороший, видать, подлещик. Ну, поклевки, я так скажу, быстрые. Вот брык-тык-тык и ушел. Если не подсек, то уже все. До свидания. Вот. Сейчас как раз идет. Давай, давай. Хорошо упирается. Блин, на пикер 3000 катушка. Это ж красота тащить. Килограмм леща, вон он, вон. Ребят, видите, он всплыл сопливый. Давай, давай. Давай, давай, давай. Прям лещ такой мерный, хороший. Что, червь нравится с опарышем, да? Это хорошо. Мне не жалко клюй. Крючочек прям вот хорошо засекает. Хороший крючок. Маленький, аккуратный. Давай, лещик. Итак, ребят, итоги. Но я думаю, по лещу я оторвался хорошо. Ух ты! Ребят, ну что, свое ведро леща, даже побольше, наверное, я поймал. Здесь вот так, прям такими большими лещами. Так что рыбалка удалась, леща я наловил, поеду солить. Карпа поймал, отпустил. Ну, вот такие природцы. Рыбка капризничает осенью. Ну, в любом случае, это же рыбалка.
надо ловить рыбу и радоваться ей. Всем не хвостаньши, всем до новых встреч.